Приветствую! Решил записать серию роликов об игре. Надеюсь, что пойдет хорошо. Из чего же еще начинать эту серию, если не с ролика об установке игры? Так или иначе, всплывают иногда сообщения с вопросами о том, как игру скачать и почему вылезает какая-то ошибка. Непонятно, в общем. Так что быстро и кратко по базе пробегусь. Если вы опытный игрок, то едва ли что-то полезное узнаете, но тем не менее. Для начала, если вы хотите нормально поиграть в Knights and Merchants, также известно на просторах СНГ как «Война и мир», то, разумеется, вам нужны релизы не 1998 или 2001 года соответственно, а кое-что поновее. Это кое-что называется CAM Remake. Об истории ремейка я, возможно, сделаю отдельный ролик, потому что там информации точно хватит на отдельный ролик, большой такой, основательный. Но пока нам важно понимать то обстоятельство, что ремейк позиционирует себя не как отдельная игра, а как дополнение или, если угодно, модификация к оригинальной игре, той самой 2001 года. Это означает, что, во-первых, установка у нас пойдет в 2 шага, а во-вторых, для установки ремейка нужен оригинал игры, иначе он просто откажется устанавливаться. Ну а это уже, в свою очередь, означает, что есть 2 пути установки – лицензионный и не очень. Разумеется, начнем с первого. Оригинал проще всего достать с любой интернет-площадки. Могу точно сказать, что Steam и GOG.com, GOG Galaxy – рабочие варианты, но, может быть, есть еще какие-то. Кстати говоря, если я успею выпустить ролик до 2 июня, то в GOG еще скидочка действует. Вам необходимо приобрести игру и установить ее на свое устройство. У меня вот уже установлено. Если у вас стимовская версия, ее обязательно нужно запустить хотя бы 1 раз. Вы, конечно, можете попробовать поставить ремейк на оригинальную игру с сохранившегося у вас диска, но я не уверен, что это приведет к желаемому результату, так как требуется именно 2-я корона, а не «Война и мир». Да и, возможно, пиратство дисков в былые времена никто не отменял. Но если вдруг у вас есть диск 2-й короны, буду рад отклику в комментариях, получилось ли у вас. Далее идет установка самого ремейка. Пору сказать о том, что версий ремейка тоже много, но в принципе нас интересуют 2. Последняя стабильно вышедшая в 2014 году 6.7.20 и последняя бета-версия 15.472. О разнице между них я расскажу как-нибудь в другой раз. Поэтому на данный момент в принципе советую скачать обе. Для скачивания 6.7.20 мы заходим на сайт ремейка camremake.com, заходим в Download, если что, все ссылки будут в описании. Здесь нас интересует вот эта кнопочка «Скачать», в общем-то, 6.7.20. Согласно данному сайту, за более чем 10 лет эту версию уже скачали более 1 миллиона раз. Новые же релизы бета-версии ремейка публикуются на официальном Discord-сервере в разделе New Versions. В России с доступом к Discord могут быть некоторые трудности, хотя если вы смотрите это видео на YouTube, то, скорее всего, вы знаете, как с ними справляться. Прямую ссылку на последнюю бету, вот эту вот, я тоже оставлю в описании, но здесь надо помнить, что бета может и будет, скорее всего, обновляться, а значит, что со временем данная ссылка потеряет свою актуальность. После скачивания экзешника механизм абсолютно тот же самый, и никаких затруднений вызвать у вас не должен. Что касается второго пути, то в описании просто увидите ссылки с архивами с уже установленной игрой и разархивируете его куда вам нужно. Через любую программу-архиватор, у меня он с 7Z есть. Давайте прямо здесь и распакуем его. Но в этом случае обязательно, когда заходим в папку с самой игрой, уже установленной, разархивированной, находим вот этот файл all.inst.exe. И обязательно его прокликиваем, выполняем установку, потому что без него в игре будут проблемы со звуком. По поводу второго способа, все же пару слов для уточнения скажу. Покупать из РФ сейчас что-то на международных интернет-площадках не так легко, как раньше. К тому же, тут надо уточнить, что те люди, которые разрабатывали ремейк, продвигали и поддерживали его, и продолжают поддерживать на самом деле и сейчас на плаву, никак не связаны с правообладателями, и профита за покупку лицензии от вас они никакого не получают. На этом все. Спасибо вам за просмотр, а ваши лайки и комментарии помогут данному видео дойти до большего числа людей. Увидимся!